Российский лидер Владимир Путин объявил о расширении мер по выдворению иностранцев-нарушителей страны с запретом на въезд. И эти меры будут применяться все шире и более оперативно. По сути, президент дал добро силовому блоку на жесткие меры против мигрантов. А если Путин взялся за дело и что-то обещал, то он выполнит это на 100%. Его намерение серьезно взяться за наведение порядка в миграционной политике быстро перешли в конкретные действия. Были приняты поправки в федеральные законы о гражданстве Российской Федерации и в законе о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, что существенно ограничило права иностранцев на территории России. Мигранты не смогут использовать материнский капитал и другие социальные меры поддержки, если они не являются гражданами России на момент рождения своего ребенка. Для начисления социальных пособий и детских выплат из бюджета ребенок должен быть гражданином России исключительно по рождению. С этого года более строгие меры будут применяться в отношении нелегальных мигрантов и новых граждан РФ, нарушивших российские законы. К тем, кто незаконно приезжает в страну или нарушает законодательство России, у правоохранительных органов должна быть нулевая терпимость, выяснил Владимир Путин свою позицию. Тем самым развязав руки правоохранительным органам. На последнем заседании коллегии МВД Путин заявил, что любые проявления экстремизма, нарушение правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем. Таким образом, борьба с мигрантами в нашей стране выходит на новый этап. От индивидуальных депортаций отдельных мигрантов Россия перешла к ликвидации национальных диаспор. Прецедент был установлен на примере ареста главы узбекской диаспоры Ватандош Усмана Баратова за публичное оскорбление в адрес русских. Следственный комитет России обнаружил в посте узбекского старейшины возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, попадающих под действие статьи 282 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает при наиболее мягком приговоре штраф до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, а в более жестком варианте – лишение свободы от ВВ до 6 лет. Примечательно, что ранее узбекскому лидеру в РФ прощалось и большее. Так, по материалам следствия, мужчина долгие годы последовательно не только вступался за мигрантов повсюду, но и глумился над властью и нашей страной. Более того, в прошлом он открыто высказывался о создании в России второго Узбекистана. Следственному комитету удалось выяснить, что более 20 лет глава узбекского землячества занимался в России подрывной информационной деятельностью. Не исключают следователи, что еще чем-то более опасным. Очевидно, прощать подобное поведение власти теперь не станут. Российская Федерация признается правопреемником Советского Союза. Отсюда, значит, все вы, кто родился в советское время, в Советском Союзе, в соответствии с изменением Конституции, вы можете сейчас подавать, вам если откажут, и, значит, это будет основание для выхода в Конституционный суд. Резонансное задержание в Москве главы узбекского межрегионального землячества Ватандош Усмана Баратова вскрыло самые неприглядные стороны такого понятия, как этническая диаспора в России. Узбекский функционер Нагара выдал то, что национальное объединение приезжих думают на самом деле о России, русских и законах страны пребывания. Но гораздо более опасной является криминальная сущность диаспор, которая уже стала притчей во языцах. Как узбекский деятель скатился до банальной русофобии и почему уже делит Россию? Скандальный пост Усмана Баратова в «Одноклассниках» о яйцах, который и стал причиной возбуждения в отношении него уголовного дела, уже облетел страницы большинства СМИ в России. И там действительно Баратов фактически назвал русских петухами, не забыв при этом поиздеваться и над ситуацией с ростом цен на куриные яйца. Крайне позитивно, что органы на этот раз все-таки обратили внимание на откровенный факт русофобии, и автор опуса попадет на скамью подсудимых. Вот только попасть туда лишь за пост о петухах и яйцах – это слишком мелко для такого крупного деятеля узбекской диаспоры, коим оказался Баратов. Этот одиозный функционер долгие годы
последовательно не только вступался за мигрантов повсюду, но и глумился над властью и страной, требовал извинений от спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, называл Владимира Путина и Дмитрия Медведева гастарбайтерами, обвинял Сергея Собянина в расизме за его слова о том, что вместо мигрантов из Средней Азии для России предпочтительнее выходцы из Белоруссии и Украины. Позднее выяснилось, что глава узбекского общества в России на самом деле надеется создать второй Узбекистан в стране. Он заявил еще в 2016 году. Не менее интересно, что эти замечания он высказал в интервью радио «Азоди», узбекскому подразделению «Радио Свобода», признанному в России иностранным агентом. Баратов, блуждая в информационном пространстве, однажды утратил контроль и даже дошел до того, что отрицал право русских на существование, их страну, их язык, их науку. Он считает, что слово «русский» унижает другие народы и поэтому должно быть заменено на российский везде, и даже сочетание «русский паспорт» не должно существовать. После скандала и ареста произошло нечто совершенно неожиданное, в первую очередь для самого деятеля. Вместо того, чтобы поддержать соотечественника, диаспора полностью отказалась от него. Диаспоры, как известно, являются продуктом времен Горбачева. Историк Александр Дюков утверждал, что когда последнее советское руководство столкнулось с национальными конфликтами, возникла идея решения этого вопроса через национальное объединение, которое представит интересы всех элементов сильно перемешанного советского народа. В 90-м году ЦК Компартии заявил о плодотворности такой идеи и о наделении этих объединений властью, аналогичной властью национальных министерств. Словом, что посеяли тогда, то и пожинаем. И главное, ни для кого не секрет, что диаспоры отмазывают своих преступников. И если этот преступник – звено в цепи чудовищного по своим масштабам криминального рынка Средней Азии и России, то налицо антигосударственная деятельность, которая приводит к ежегодной гибели тысяч русских людей. Вы говорите, Баратов оскорбил русских? А как насчет покрытия каналов преступлений против русских внутри России? А зачем это нужно, нам уже объяснил лидер московской диаспоры, который хочет заместить русских в России. Тем не менее, существует ощущение, что процесс усиленного внимания к диаспорам уже начался. Будем ждать результатов. Самый же большой обман нашего времени – то, что экономика России развалилась бы без мигрантского труда. Об этом лгут некомпетентные политики, об этом врут недобросовестные бизнесмены, это внушают нам либеральные экономисты. А потом приходит русский мужик из Благовещенска, многолетним трудом дослужившийся до поста губернатора родной области, и разносит весь этот бред. В телевизионном эфире Василий Александрович Орлов рассказал, 5 лет назад мы решили запретить применение иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве и золотодобыче. Не только китайской, но и из других стран. В золотодобыче это было решение экологического характера. Приезжие не соблюдали соответствующие законы. А по селу понятно, если там не будет работы для местных, там местным и жить незачем. Решение было жесткое, болезненное, многие аграрии приняли его в штыки, доказывали, что на селе работать некому, что народ спился. Теперь каждый год мы собираем все больше и больше урожая. Оказалось, что если платить нормальные деньги, то и люди есть, и техникой, они управлять умеют и не пьют. В целом, ни один регион, который вводил ограничения на труд мигрантов в той или иной сфере, не рухнул. Зато эти меры решают целый ряд актуальных задач. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.